что, попробуем сегодня обозреть вот такую удочку. Ну и отчитаемся о результатах. Плетенка 0,3, катушка комплекс XR 2500 со шпулей от Ванфорда. На фоне шумит вода. Сейчас увидите откуда. Добрый вечер. Вот так мы и ловим. Я небольшой любитель мельчить, поэтому 3 грамма 2-дюймовая танта. Ветер 3 метра боковой. Дно простукивается достаточно четко. Удочка однозначно не сопля, но не такой кол, как многие недлинные посейдоны. По поклевке тишина. Сейчас попробую чуть-чуть сместиться. Была поклевка. 3 грамма. Есть визуально, но смысла нет. Все чувствуется в руку. На мягком дне по отрыжке. Если твердая, то четко ударчик. Попробуем половить на 1 грамме. Такое тут интересное место. 2 потока соединяются. Один слив с пруда, тот, который почище. Вот этот погрязнее, это сверху несколько километров течет речка. И нагревается сильно. Это град уходит. Это он приходит. Это где-то на аэропорт. Может, чуть дальше. Смотрите, грамм стучит в руку, если есть почем стучать. Если не на чем стучать, если дно мягкое, то где-то так на пределе ощущений какие-то есть, но в принципе не... Конечно, нет таких ощущений, как на палках до 3 грамм, до 2,5. Что-то здесь сегодня никого нет. Вода очень низкая. Отходим.
Опа, щука отрезала. Так, понятно. Опа, есть. Вот она, то ли окунек. Вот удилище практически не гнется. Даже на рыбе, если это можно назвать рыбой. Так. Есть щучка. Вроде бы, хотя как-то сильно легко идет. Нет, окунь. Да? Не, окунь. Прекрасно. Прилет. Привет, собаке. Пройдешь? Давай. Прилеты. Это у нас по Червоногвардейке прилет. Есть щука. Ну, щука, как сказать щука. 100 грамм. Вот удочка на ней практически гнется. Отлично. Она клевала уже здесь чуть раньше, в самом начале. Прекрасно. Прикольно. Кидает, конечно, интересно. Палка. То есть так вообще кол-колом, но при хлестком забросе срабатывает как надо. Опа. Ну давай, добери. Щука клевала. Хорошо потянула. Так. Классно кидает. Я недавно здесь ловил другими палками. На этих же весах. Было все несколько труднее в плане заброса. Окуни клюют. Ух ты. Хороший прилет. Уже ближе. Вы мне рыбу всю распугаете, гад. Очень приятная удочка. В плане чуйки все класс. Хоть и маленькая, но настоящая щука.
Вот так вот удилище работает. Кому интересно. На 200-граммовой щуке. Давай, освобождайся сама. Что там тебя фоткать? Давай, давай, давай. Вот тоже чудовище. Ладно, довиси. Ну что, давай, иди сюда. Отлично. Вот она. Заснял. Есть. Взял какую-то щучку. Ну, какую-то даже и вроде ничего. Шную. Не, ну, крупнее, чем до этого. Ну, тоже мелочь. Ну, что можно сказать по палке? Учитывая коловатость, я бы ее использовал по судаку в тех водоемах, где есть возможность работать небольшими весами на не слишком далекие расстояния. По судаку и по хорошему окуню. По щуке, конечно, тоже можно, но она для щуки слегка хрупковата, на мой взгляд. Ну или деликатновата, или, в общем, нежная она для щуки. Для судака самое то, что нужно. Его она и пробьет, и свяжет. Для щуки нужна палочка помягче. Или условия идеальные. У нас таких условий нету для щуки. Для судака есть городские водоемы, дамбы, набережные, все такое. Это как раз для этой палки. Ну или хороший окунь. Ну опять же, на чистых местах. Чуйка одна из лучших из того, что я видел. Палка очень приятная. Реальный тест по джигу. 1,5-2-6 плюс приманка. Какими-нибудь блеснами там можно и на меньших весах ловить. То есть заброс у нее хороший и на более мелких весах. Ну, выше 6 джиголовку я бы не ставил с небольшой приманкой. Хотя впечатление производит более мощные палки. Но опа, есть. Так, вот работа удочки, как видите. Скорее всего, это щучка. А вон она там. Да, щучка.